Привет, YouTube и те, кто ждал этого гайда. Добро пожаловать на канал Genshin Tactics. Сегодня мы наконец рассмотрим подземелье Дремлющий сад. Сразу скажу, что достичь этого результата было очень непросто и пришлось перебирать множество тактик и делать множество ретраев в поисках быстрого и легкого прохождения данного подземелья. На данную тактику меня вдохновил своей молнией и молниеносной скоростью Зеницу. Дыхание молнии. Первая ката. Громовой раскат. Должен сказать, результат превзошел все мои ожидания, потому что вам для этого не потребуется ни легендарных героев, ни легендарных оружий, а фармить данж вы будете быстрее, чем те, у кого все это есть. С этой тактикой ваше прохождение данного подземелья станет простым и не будут требовать много времени. В среднем у меня получается около 20 секунд. Ранее с легендарными героями и легендарным оружием занимало от 40 до 100 секунд. Вы сами видите разницу. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Итак, сначала коротко про сами артефакты. Моллюск морских красок. Две части являются альтернативой возлюбленной юной девы и дает нам те же 15% бонусного лечения. Будет полезно тем, кто у вас занимает место лекаря в отряде, что стало более актуальным после введения пёселей, которые, к слову, нас там уже ожидают. У фулл-сета сложное описание, но для понимания я упрощу. Помимо лечения раз в 3 секунды, сет наносит урон, примерно равный объему лечения. Сет подойдет тем, кто лечит и лечит больше, чем нужно, к примеру, Барбара, Цици, Какоми. Второй сет. Кокон сладких грез. Второй сет будет более интересен гео-персонажам и персонажам, у которых умение скейлится от защиты, так как две части сета дают нам баф на 30% защиты. А вот full set, несмотря на то, что он сам по себе даже проще для понимания, объединить в единую мысль это не так просто. Если персонаж на поле боя, то он получает стак при нанесении гео урона, а если персонаж не активен, то получает стак каждые 3 секунды. Каждый стак дает плюс 6% защиты и плюс 6% гео урона. Их не может быть больше 4. И этот сет будет хорошо смотреться на следующих персонажах. Ита, Альбедо, ссылку на то, как он смотрится с этим сетом, вы сможете посмотреть, перейдя по подсказке сверху. Также можно одеть данный сет на Неэль. Если вы используете Синьянь в качестве щита, то на нее можно одеть сет из 2 частей. И на новеньких Гора и Юньцзинь можно одеть половинку сета. В подземелье нас ожидают Митачуру, электрогончие и щенки. Стало быть, нам в команде нужен кто-то с электростихией. К тому же в этом подземелье увеличен урон электро на 40%. И также реакция электричества с водой будет давать нам ударную волну. В этот раз мы будем использовать все доступные бафы подземелья, а не как в прошлый раз. Видим, что у нас есть огромнейший баф гео урона. Берем на заметку, что неплохо было бы взять сюда гео персонаж. Я туда пойду без гео. Стоит отметить также, что враги появляются не сразу, а только после победы над электрощенками, что усложняет нам сразу залить всех единым большим уроном. И придется как-то либо делить урон, либо растягивать. Для прохождения я буду использовать следующих персонажей. Беннет, так как собаки обладают навыком порчи, который постепенно понижает у нас здоровье, нам обязательно нужен подхил, возможные замены Барбара или Какоми. Чанлин, взял ее для пирорезонанса, для нанесения большого урона и для быстрых атак. Если честно, даже не знаю, кем ее заменять, да и нужно ли, если ее выдают абсолютно всем. Синцу нужен для того, чтобы кто-то лил воду на врагов, а также для того, чтобы справиться с первой волной противников. Из возможных замен разве что Тарталья, но тогда он будет исполнять главную роль. И звездой прохождения у нас станет Бэйдоу. Она у нас будет в качестве электро. Возможные замены Фишель, Райден. И если это будет Райден, она займет главную роль. Отмечу еще тот факт, что всю команду я собрал с долгоиграющими ультами. И каждый персонаж дополняет друг друга. Witness the power of Gawa. Drain outlines your fate.
сразу после активации испытания используем ульту Мэнта. Переключаемся на Сянлин, ставим губу и следом запускаем ульту, чтобы избежать атаки волчат, а заодно и ударить их как раз в тот момент, когда они нападут. Переключаемся на Синцу, запускаем сразу ульт и ешкой попадаем по одному из нападающих. Они будут со статусом пира, так что это хороший шанс добить одного из них. Или нескольких. Переключаемся на Бэйдоу. И к этому моменту как раз появляется Метачуру, которого мы тут же выносим ешкой и ультой Бэйдоу. Следом появляется очень жирная гончая и концентрируем все внимание на нее. Желательно бить Сянлин, так как у нее атаки быстрые, и благодаря этому она будет чаще наносить удары с оставшихся ульт Синцу и Бэйдоу. Одновременные атаки воды Синцу и электричество Бэйдоу создают ударную волну, что дает нам сдерживать атаки и телепортации огромной собаки. Изначально я даже не мечтал о таких цифрах. Я фармил, как и большинство, легами и тратил несравнимо много времени. Когда я начал фармить этот сет для Альбедо и для прошлого ролика, с ним пришлось сделать очень много заходов. Мне хотелось бы обратиться к себе прошлому и сказать ему: вот посмотри, видишь, как все легко и просто и быстро. Тебе даже для этого ничего и не нужно никаких легендарных героев, не нужно никаких легендарных оружий. Также хочу обратиться к тем, кто поддержал мой анонс лайком и просмотром. Огромное спасибо вам за поддержку, без вас этого ролика вероятнее всего бы и не было. Я надеюсь, видео оказалось для вас полезным и оправдало ваши ожидания. Огромное спасибо всем за просмотр. Если видео вам понравилось или было полезно, поставьте лайк. Напишите в комментариях, какой данж у вас вызывает сложности, помогла ли вам данная тактика, а также свои варианты быстрого прохождения подземелья «Дремлющий сад». И не забудьте подписаться на канал, это поможет вам в прохождении игрового контента.